Всем привет! Сегодня у нас третий день сезона, второй день как бьем воронку времени. Сегодня у нас уже открылись данжи со снаряжениями, а именно вампир и жаба. То есть мы можем получить сегодня наконец-то броню и перчатки. Вчера мы только с гарпией были, сегодня уже можем собрать полные комплекты. Соответственно, у нас появились сеты кукольника на двух командах. И теперь мы уже можем нормально выставить тайминги и собрать уже нормально свои команды. В этом ролике рассмотрим 3 аккаунта. Тут будут команды неустрашимости, яда, ауры, причем в разных вариантах. Поэтому присаживаемся поудобнее. Погнали! Если вы хотите поддержать канал, вы можете просто осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании под каждым роликом по очень выгодным ценам, за что вам буду весьма благодарен. И также внутриигровой магазин. В ежемесячных наборах вы можете ввести мой код создателя и получать за это каждый месяц бесплатный гелиолит. Начну со своего аккаунта. Я смог 2 миллиарда набить с копейками. В принципе, хлеб пока что тратить жалко, поэтому поддержимся пока так. Давайте быстренько пробежимся по топу. Тут у нас дальше идет неустрашимость, яд. Далее идет аура и яд. Следом неустрашимость, яд. И опять неустрашимость, но теперь с аурой. Получается, без разлома походу бьют. Да, без разлома по яйцам оклепывают. Начнем с команды неустрашимости моей. Тайминги я использую теперь вот такие. Завтра еще, может быть, что-нибудь попробуем по-другому сделать, но пока что как-то вот так. По сетапам. Сет кукольника у меня надет на сельве и рога оленя. На маштуре просто дал хпшки и поставил рог солнечного короля. Ульвида скорость атаки и разлом. Соответственно, точность тоже не забываем. Буйновивр кое-как там что-то собрал более-менее в урон. Перчаточка на шанс крита. Конченая, но пойдет. И Настенка вот такая вот получилась. Расстановку использую вот такую. И следующая команда — это команда яда у меня. Я использую Агока в роли саппорта. Команда не доживает, но, кстати, на другом аккаунте получилось так одеть, что один бой они даже дожили у него. Такой вот у меня Агок здесь. Просвещенности, конечно, бы побольше, но пока пусть так. Вот этот сет ему одеваем. Тут уже что получится. А в идеале, конечно, мейнстат другой, но, блин, нужно собрать этот сет. Ну и бронька на просвет. Короче, вот такие статы и таланты взял вот эти. С ними лучше всего уходит. Донатный артефакт на нем. Посохом урона меньше. Сакридея в разломе. И у Сакридеи получается точность и защита с хпшками. То есть она у нас танчит. ОЗ должно быть у нее больше, чем у всех остальных в команде. Это обязательно. Ну и соответственно ракушка на ней. Она вешает разлом. Вообще замечательно. Лавкач в сете кукольника. Артефакт и вот эти таланты. Если нет лавкача, можно попробовать поставить либо рейту, либо дуранга. Также расстановочка пока что такая. Далее уже будем отбирать на завтра, послезавтра, когда уже... Хотя сейчас смысла нету, так как у Серпентемис таланта нету ее. Когда появится талант, тогда уже будет расстановка играть важную роль. Сейчас пока что это не столь критично, но именно вот так пока что у меня получается лучше. Да, и кстати, Серпентемис. Таланты обычно, точности пока что хватает и 36, но это пока что. Ну и по просвещенности 284 смог собрать пока что и вот этот сет. Бронька на просвет, Twitch. Так, блин, я все это время бил с невкачанной перчаткой. Да, вот это я молодец вообще. Ой, красавчик. Короче, просто дал ему статы, такие, чтобы он и жил, и точность была чуть-чуть. Короче, как-то вот так. Тут вообще защита, чтобы он не сдыхал. Так, ну всех остальных в принципе показал. Ну и давайте тайминги. Тайминги это важно. На 12 нас стартует, получается, Серпентемис, следом Сакридея, Лавкач и Twitch. Вот такие вот тайминги. Богак обязательно 19,5, чтобы он счищал вовремя штраф атаки. Это очень важно. И дракончику тоже тайминг ставим. Чтобы он, ну, немножко там урона что-то наносил, и именно по максимальному количеству ослаблений, чтобы он применял свой навык. Это тоже важно, поэтому тайминги тоже выставляем. Так, по моему аккаунту, думаю, все понятно. Идем дальше. Тут у нас 1,5 миллиарда урон. Пока что третье место держим. Со шмотками очень не повезло. Нету нормальных вещей на Серпентемис. И тут у нас уже команда Аура. Кстати, живут до конца. Статы не очень. Думаю, завтра, если повезет, то что-то уже поменяется. И начнем наносить урона больше. Если начинаем менять, то очень много теряем. И просто урона намного меньше. Поэтому пока что как-то так. Вот такая вот Аресия. Давайте сразу тайминги покажу. Тайминги использую вот такие. С ними получилось лучше всего.
Бык вообще красавчик, пачку держит прям. Из последних саппортов, которые за 300, это, наверное, один из лучших вариантов. Анелизис вот в этом сете у нас. Ну и, соответственно, Рок ставим ей. Дианта, кукольник, точность и разлом. Линкас, ну тут просто статы всякие, чтобы не дох бедолага. И Сольма, он у нас просвещенность. Тут тоже просто что было, напихал с просветом. В принципе, при таких статах держит пачку нормально. Ну и артефакт на щиты. Ну и вторая команда, команда Яда. Тут, в принципе, все то же самое. Практически. Тайминги такие же, как и у меня на аккаунте. Ничего я тут не менял. Единственное, что по артефактам. Тут на Твиче лучше зашел сундучок. И был такой бой, что даже команда дожила до конца. Но, к сожалению, в этом бою команда Ауры умерла почему-то. И в итоге итоговый урон получился меньше. Но, в принципе, как видите на скриншоте, что Огак может, в принципе, в соло держать команду. Вот это та самая команда. Это произошло после того, как я легендарный артефакт убрал у Твича и поставил ему сундучок. Ну и по урону, соответственно, мы нанесли больше. Тут также танчится Кридея. Ничего нового, все точно так же, как и было в прошлом варианте. Ну и давайте уже перейдем на другой аккаунт, более хардкорный. Тут урона поменьше, но сейчас я вам покажу, что тут вообще происходит. Команду Яда я тут еще не редактировал, я покажу команду неустрашимости. Тут мы постараемся еще нанести больше в итоге. Тут конкретно нас интересует вот эта вот команда. Апортами ему не повезло, Таресия тоже 4-я, поэтому приходится все-таки играть через неустрашимых. Маштур на первом пробуждении, Ульвида тоже 3-я, пока что еще не 5-я. Но сейчас мы тоже скоро эту проблемку решим. Вот, я хотел бы здесь конкретно показать команду именно неустрашимых. Пока я там со своими командами мучился, игрок Свинот у нас пробовал бить через Эстайон, чисто на пролом. Ну и неплохо, в принципе, получилось. Живут, конечно, тяжело, но до конца причем, что весьма удивительно. Бьем мы тут вообще на пролом, потому что пистить нам тут некому. Но за счет порезки брони от Эстайон получается по урону, ну, кое-как там что-то выезжать. Танчит у нас в итоге Гуинавивр, потому что Эста бафает ее на хп и на защиту. И при этом она все равно танчит до конца. Потому что Маштур вовремя кидает штрафы. И в принципе нормально у нас тут все получается. Ну давайте по артефактам пройдемся, что у нас тут вообще происходит. Вот такой вот у нас Маштур. Можно будет еще немножко попробовать попереодевать. Что-нибудь придумаем. Настенка, ну, урон как-то тут получилось собрать. Также Гуинавивр. Вот такая вот. И Кульвида в сете кукольника. Соответственно, в разломе. Расстановочка вот такая. Она, в принципе, роли не играет особой, но, короче, как-то вот так. Можем ради интереса запустить автобой. Интересно, доживут они на автобой или нет. Но вроде как вариант рабочий. За неимением ничего, вот так вот приходится на первой воронке выживать. Далее уже будем другие варианты думать. У кого есть и Сириэльс, со своим талантом он здесь уже начнет нормально играть. Ну, в принципе, вот. Под конец, походу, Кульвида умерла, но, тем не менее, что-то как-то худо-бедно, но команда живет. Тут у нас что произошло, нифига себе, почти дожили. Тоже сейчас что-нибудь будем думать. На этом, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр. Кто не подписан, подписываемся на канал, следите за обновлениями. Сейчас будем по мере поступления разных вариантов сразу выкладывать на канал. Также оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы. До скорых встреч. Всем пока.